Сегодня я расскажу вам, откуда все болезни в нашем теле. Причины многих из них кажутся совершенно не связаны с этой мышцей. Например, головная боль, мигрень, отеки, проблемы с пищеварением и даже репродуктивная функция. Эта мышца спрятана глубоко внутри, и о ней мало кто говорит. Но если она спазмируется, то запускается каскад проблем по всему организму. Я уверен на 100%, что если вы не занимаетесь растяжкой или самомассажем, то эта проблема не обошла вас стороной, и эта мышца у вас уже в хроническом спазме. Сегодня я расскажу, как спазм этой мышцы влияет на все ваше тело и покажу, как с этим справиться. Так что досматривайте этот ролик до конца, чтобы узнать природу спазмов этой мышцы и почему нельзя забивать на нее, и чем это чревато для вашего здоровья. Основная функция поясничной мышцы – это стабилизация поясничного региона. Но есть еще одна, про которую мало кто говорит. И это функция защиты. Сейчас объясню, как это работает. В момент опасности поясничная мышца сокращается, соединяя ребра и таз вместе, защищая живот, самую незащищенную часть нашего тела. Так что же является опасностью для нашего тела? Ответ – стресс. Наше тело не отличает физическую опасность и ментальную. Реагирует абсолютно одинаково. Поэтому каждый раз, когда мы стрессуем, каждый раз мышца сокращается. Чем чаще мышца сокращается, тем больше шансов, что она перейдет в спазм. И вот как раз таки спазм является основной причиной боли в пояснице. Хронический стресс равно хронический спазм равно хроническая боль в пояснице. Но это все верхушка айсберга. Спазм поясничной мышцы также влияет на отток жидкости с нижних конечностей, что образует отеки. Но и это еще не все. Спазм поясничной мышцы влияет на пищеварение, на ось осанки, что приводит, кстати, к перегрузке других отделов позвоночника, и появляется боль в шее, появляется боль в грудном отделе, нарушается дыхание, появляются головные боли. И эта цепочка может доходить до самых страшных последствий. Сейчас об этом поподробнее. Дыхательная система. Да как же спазм поясничной мышцы влияет на дыхание? Все очень просто. Проекция. Крепление ножек диафрагмы в том же месте, где крепится поясничная мышца. Поясничная мышца сокращается, спазмируется, тем самым натягивает диафрагму. Телу становится трудно сделать вдох грудной клеткой, и тело включает брюшное дыхание. Да, вы можете закидать меня негативными комментариями о том, что брюшное дыхание правильное, но брюшное дыхание анатомически неправильно. И эту тему я раскрою в другом видео. Продолжим. Так чем же чревато брюшное дыхание? Ослабевает передняя брюшная стенка. Внутри брюшное давление распределяется неправильно. Это начинает выдавливать органы наружу, тем самым нарушая пищеварение. Что еще мы с вами видим? Нарушение осанки. Нарушение осанки способствует неправильному распределению нагрузки на позвоночник, что приводит к образованию грыж и протрузий. А еще этого вам никто не скажет. Спазм поясничной мышцы влияет на работу репродуктивной системы. Да, он нарушает движение жидкости в малом тазу. И это влияет на работу органов малого таза. Это касается и мужчин, и женщин. Но не спешите расстраиваться. Решение есть. Нужно всего лишь снять спазм с поясничной мышцы. И это улучшит дыхание, улучшит пищеварение, улучшит вашу осанку, улучшит работу органов репродуктивной системы и даст вам больше энергии, чтобы двигаться дальше и покорять вершины. Но если игнорировать это, может привести к плачевным последствиям. Нарушение пищеварения к заболеванию внутренних органов, нарушение дыхания к заболеванию сердечно-сосудистой системы, нарушение осанки может привести к усугублению грыжи и параличу, а нарушение работы репродуктивной системы
к раннему потере мужественности и женственности. Но не будем мы про страшилки. Вот вам 2 простых упражнения для того, чтобы снять излишний тонус поясничной мышцы и улучшить ваше состояние. Ложимся на спину и подтягиваем колено к груди. И держим 90 секунд. Далее полностью вытягиваем. После этого необходимо найти подвздошную кость. Вот она у нас здесь находится, подвздошная кость таза. Нащупать ее и пальчиками зайти под нее. Прямо туда раз и зашли. Зашли, почувствовали болезненность. Это поясничная мышца. Зашли, погрузились. И сейчас нужно пяточкой введем по кушетке и в обратную сторону. И еще раз. И в обратную сторону. И еще раз. До тех пор, пока не спадет болезненность. Точно так же проделываем со второй стороной. Следующее упражнение. Ложимся на живот и будем растягивать поясничную мышцу. Вот таким образом. Тянем ее. Растягиваем еще. Можно добавить вращение для того, чтобы она потянулась. Это все должно происходить безболезненно. Если вы чувствуете боль и дискомфорт в поясничном регионе или что-то, значит интенсивность снижаем. Помните, не нужно переизбыточные старания. Лучше системно подходить к этому процессу и постепенно ее растягивать. Закончили. Как понять, что упражнение сделано верно? Первое. Появится ощущение раскрытия таза. Второе. Легкость в животе. И третье. Вам будет легче держать осанку. Пользуйтесь. Друзья, помните, здоровье – это результат ваших трудов и усилий. Не стоит скидывать ответственность на врачей и специалистов. С вами был я, Илья Кавырзин. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А если хотите больше получать таких простых и эффективных упражнений для профилактики и оздоровления, переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там я даю полноценные комплексы упражнений, которые помогут вам позаботиться о своем теле самостоятельно. Будьте здоровы!